All right, Jeremiah. Хорошо, возвращаемся к книге Иеремии. Okay, I said that he was often called the weeping prophet. Я сказал, что его часто называли плачущим пророком. Because of the rejections that he often endured. По причине отвержения, которое он пережил. And so in Jeremiah 9:1. Поэтому в Иеремии 9:1. Oh, that my head were waters and my eyes a fountain of tears, that I might weep day and night. Говорится, да, что «О, кто даст голове моей воду и глазам моим источник слез, я плакал бы день и ночь о поражениях дочери народа моего». Why? Почему плакал? Why is he weeping? Почему он плачет? Because of the fact that his people are going to be destroyed as a nation. По причине того, что его народ будет как нация уничтожен. He recognizes, of course, that the judgment is deserved because of their sins. Он, конечно же, понимает, что наказание заслужено по причине их грехов. Вот это, But he is grieved and he weeps for his people. Как говорится, не легче, да? Он скорбит и он плачет о своем народе. Jeremiah 13:17. Иеремия 13:17. Иеремия 13:17. Если же вы не послушаетесь его, то душа моя в сокровенных местах будет оплакивать гордость вашу, будет плакать горько, и глаза мои будут изливаться в слезах, потому что стадо Господне отведено будет в плен. 14:17. Прочтите кто-то. «И скажи им слово сие, да льются из глаз моих слезы ночь и день, и да не пристают, ибо великим поражением поражена дева, дочь народа моего, тяжким ударом». All right, back in chapter 1, we get the scope of the book. Возвращаемся к первой главе. Мы уже увидели примерно такую большую картину книги. All right, it says in verse 2. В стихе 2 говорится. The word of the Lord came in the days of Josiah. Было слово Господне во дни Иосии. Until the 11th year of Zedekiah. И также вот слово Господне было Иеремии до конца 11 года Седекии. Until the carrying away of Jerusalem captive in the 5th month. Фактически до переселения Иерусалима в 5 месяце. Okay, so when was Josiah the king? Когда правил царь Осия? Well, that would have been about 627. То есть его вот 13-й год царствования, это где-то 627 год до нашего. And we know that the exile began in 586. Мы знаем, что вот это изгнание, оно началось в 586 году. So we have right here a statement that covers more than 40 years. И прямо здесь мы видим утверждение, которое охватывает практически 40 лет. But we know that chapters 40 to 44 took place after the fall of Jerusalem. Но мы знаем, что события глав 40 и 44, они произошли уже после падения Иерусалима. So it's likely that the book of Jeremiah goes down to around 580 BC. То есть, потому можно сказать, что книга Иеремии, она затрагивает период даже где-то до 580 года до нашей эры. Now, the events of the last chapter, И события последней главы they took place in 561. происходят в 521 году.
So they're not part of the ministry of Jeremiah. До нашей эры, то есть это уже явно не время служения Иеремии. So Jeremiah's ministry lasts about 50 years. Служение Иеремии длилось порядка 50 лет. And it covers the last 5 kings of Judah. И оно затронуло время правления 5 последних царей Иуды. All right, so on the chart that you got yesterday, you had the last 5 kings На listed. диаграмме, которую там я раздал вчера, у вас упомянуты 5 последних царей. Да? Yes? Да, Иосия, есть такие. Иоас, Иакум, Иехония, Седекия. Мгм. Okay. Do you have the dates there? Там даты указаны у вас? 640, 608, 597. Мгм. Okay. So you have the dates for those kings. То есть даты есть у вас, да? Okay. Осия, получается, 627 год, да? Josiah is 627, yeah? Or it's his 13th year. Josiah from 640 to 609? Вообще Иосия, царь Иосия правил с 640 по 609. Но когда мы говорим про его 13-й год, то 640 минус 13 это 627. All right, again, who were the prophets contemporary with Jeremiah? Опять же, кто были пророки, современники Иеремии? Mm-hmm. Хабакук, Зафаная, Okay. хорошо? Даниил, Даниил, Иезекииль. Okay. Малайцы. То есть молодцы. So Jeremiah starts writing, well, he starts giving the dictation to Baruch Иеремия начинает писать, начинает там что-то диктовать Варуху. in 605. Начиная с 605 года. Now there are different events recorded in the book И в to книге warn Judah of her covenant rebellion. описаны разные эпизоды и разные речи Иеремии, которые направлены были на то, чтобы предупредить Иуду о том, что она отступила от завета. But it's the people who go into exile who are the ultimate audience of the book. Но основной аудиторией книги, тем не менее, являются те люди, которым надлежит пойти в плен. Now, primarily the book is written to Judah, the people who will go into exile. В первую очередь книга написана для народа Иудеи, для тех людей, которым надлежало пойти в плен. But the book specifically addresses kings, Но книга конкретно обращается к царям также. for example, in 13:18, say to the king and to the queen mother. Например, в Иеремии 13:18 говорится: «Скажи царю и царице». Смиритесь, сядьте пониже, упал с In 21:3, славы. thus you shall say to Zedekiah. 21:3 сказал Иеремия: «Так скажите Седекии».
22:1, go down to the house of the king of Judah. 22:1. «Сойди в дом царя Иудейского и произнеси слово ему». So Jeremiah is going to have to actually go talk to the king personally. И Иеремия не раз случалось лично говорить с царем. And how would you like to go to the king and say, your nation's going to be destroyed? Как вам вообще такая перспектива пойти к царю и сказать, твой народ уничтожит? Очень интересно. It's an interesting perspective. Also, Jeremiah had to talk to the religious leaders. Также Иеремии предстояло общаться с религиозными лидерами своих дней. In chapter 20, В 20 главе we have Pashur. мы читаем про Пасхора. And he was a priest, he's the chief governor in the house of the Lord. Он был священником и основным надзирателем в Доме Господнем. So, I mean, he is the top of the religious leadership. Он большая шишка, он, в общем-то, главный религиозный руководитель, главный So he heard about the prophecies of Jeremiah that the nation was going into captivity. И он услышал о пророчестве Иеремии, о том, что народ пойдет в плен. So in verse 2, Pashur struck Jeremiah the prophet and put him in stocks. И 20 глава 2 стих ударил Пасхора Иеремию пророка, или велел избить, и посадил его в колоду. Понятно, что как посадить в колоду? Ну, все. Ну да, вот эти, когда руки, ноги, все у тебя. Перевяжешь. Голову тоже. И голову. Ну, 3 дырки там. Голову, Три руки дырки. и запыхаешь, так стоишь. Jeremiah also had to address the prophets. Также Иеремии приходилось обращаться к пророкам его дней. In chapter 23, verse 11, he said, both prophet and priest are profane. В 23 главе 11 стихе говорится, что и пророк, и священник лицемерны. And he says in verse 12, I will bring disaster upon them. И в 12 стихе Бог говорит, я наведу на них бедствие. In verse 16, the Lord says, don't listen to the words of the prophets who prophesy to you. 16 стих так говорит Господь Саваоф, не слушайте слова пророков, пророчествующих вам. In verse 17, they continually say to those who despise me, the Lord has said, you shall have peace. 27, I'm sorry. 23, 17. 17. Да, в 17 стихе они постоянно говорят пренебрегающие меня. Господь сказал, мир будет у вас. Yeah, and Всякому read the rest of the verse. Всякому поступающему по упорству своего сердца говорят, не придет на вас беда. They're false prophets. Это лжепророки. And Jeremiah had to go speak against them. И Иеремии нужно идти и говорить, обращаться к ним. So obviously, in 28:15, В 28:15 the prophet Jeremiah said to Hananiah the prophet, пророк Иеремия сказал пророку Анании, hear now, Hananiah, the Lord has not sent you, послушай, Ханания, Господь не посылал тебя, but you make this people trust in a lie. и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Therefore, thus says the Lord, behold, I will cast you from the face of the earth. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли. This year you shall die because you've taught rebellion against the Lord. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу. And that prophecy came true. И пророчество исполнилось. Следующий стих. Да.
So just think if you were sent to the Metropolitan here in Kiev, the patriarch, Да. and you had to say, you're a false prophet and you're going to die this year. Да. Представьте, да, вас Бог посылает обратиться там к митрополиту или там патриарху здесь в Киеве и сказать ему, что ты уже пророк и ты умрешь в этом году. Or if you had to go to the head of the Evangelical Union. Или там прийти к главе там какого-нибудь евангельского союза. Что-нибудь ему такое This would произнести. not be pleasant. Это не такая уж приятная задача была. And he also has to speak to nations. Также Еремии нужно было обращаться к другим народам. He sends a message to Edom, Ammon, Moab. Он посылает свои послания, пророчества Едому, Аммону, Моаву, The king of Tyre, the king of Sidon. царю Тира, царю Сидона. That's chapter 27, verse 3. Это 27 глава, 3 стих. И пошли такие же к царю Иудейскому и к царю Моавитскому, и к царю сыновей Амоновых, и к царю Тира, и к царю Сидона, через послов, пришедших в Иерусалим, к Седекии, царю Иудейскому. Yeah, and then in chapter 46 to 51, they are messages to these Gentile nations. И с 46 по 51 главу мы читаем как раз-таки обращение к этим языческим народам. 46 главы. And Jeremiah also writes to the people after they are taken into captivity. И Еремия пишет также всем этим народам уже после того, как они были взяты в плен. Chapter 29, verse 1. 29 глава, 1 стих. И вот, And 20, go ahead. И вот слова письма, которые пророк Иеремия послал из Иерусалима к остатку стоящим между переселенцами, и к священникам, и к пророкам, и ко всему народу, которых Навуходоносор вывел из Иерусалима в Вавилон. All right. Now, when Jeremiah began, И когда Еремия начал свое служение, Assyria was the great power in the world. великой мировой державой той эпохи была Ассирия. But then its power began to decline and the Babylonians began to grow. Но потом их сила ассирийцев начала угасать, и вавилоняне, в свою очередь, начали возвышаться. So there was a battle in 626 in which the Assyrians were И defeated. в 626 году случилась битва, во время которой ассирийцы потерпели поражение. And then in 612 the Babylonians destroyed Nineveh. И в 612 году вавилоняне уничтожили Ниневию. What is Nineveh? Что такое Ниневия? Город. The capital Capital of Assyria. of Assyria. Столица Ассирии. And then the Babylonians defeated the Assyrian army again in 609. Вавилоняне нанесли ассирийской армии еще одно поражение в 609 году. Кархамиш. No. Окей. That was in 605 that they had the battle of Carchemish. All right, now Josiah was a good king.
Царь Иосия был хорошим царем. He became king when he was just a boy. Он стал царем еще, когда был совсем And when мальчиком. he became a young man, he began to institute reforms in the southern kingdom. И когда он уже вошел, так сказать, в полный возраст, в силу, то он начал в царстве очень He was серьезные, one of the best of the kings. очень серьезные реформы. И он был одним из лучших царей. And he did many good things, but И сделал очень много хорошего. Но the people were still so involved in their idolatry and their immorality. люди уже настолько втянулись в свое идолопоклонство, в аморальность. Well, Josiah decided that during a battle against the Egyptians that he needed to go and be with his troops. Иосия решил, что во время битвы с египтянами ему надо быть со своими солдатами. And Josiah was killed in battle. И Иосия был в итоге убит в этой битве. And then Jehoahaz becomes the king. И Иоахаз стал царем. But the Egyptians had defeated the Jews, Но египтяне поразили евреев. and the Pharaoh replaces Jehoahaz И фараон сместил Иоахаза and replaced him with another one of Josiah's sons. и поставил на его место другого сына Иосии. Иоаким. Совершенно Yeah, Jehoiakim. верно. Иоакима. Yeah, now Jehoiakim had been in allegiance with Egypt, Иоаким был ставленником египтян и был лоялен к Египту. but after the victory of Nebuchadnezzar over the Egyptians, Но после того, как вавилоняне победили египтян, well, then Jehoiakim quickly changed his allegiance, то Иоаким, как у нас говорят в Украине, переобулся в воздухе, быстро поменял свои политические пристрастия. all right. Then later on, that was in 606, 605. И уже позже, в 606-605 годах, Then 5 years later, Jehoiakim switched his allegiance from Babylon back to Egypt. вот это случилось переобувание, но прошло еще несколько лет, и снова Иоаким стал сторонником Египта. Вернулся к корням, да. Well, you see, Nebuchadnezzar had gone back to Babylon. И он увидел, что Навуходоносор вернулся в Вавилон. And now he starts thinking, well, we should align ourselves with Egypt again. И он подумал, так, надо нам все-таки задружиться с Египтом, как в старые добрые времена. But then he died. Но потом он умер. Умер. And then we have Jehoiachin, who И becomes king. потом царем стал Иехония. And Nebuchadnezzar had come back against Israel. И как раз совпадение, да, пришел Навуходоносор. So Jehoiachin surrenders to Babylon in 597. И в 597 году Иехония сдался во время битвы. And then Сдался без боя. Nebuchadnezzar replaces Jehoiachin with his uncle Zedekiah. И Навуходоносор вместо Иехонии поставил дядю Иехонии Седекию. Zedekiah was a terrible king, Седекия был отвратительным царем, idolatrous, идолопоклонником. and
Zedekiah was not very bright, and he also rebelled against Babylon. Седекия также был туповат и тоже взбунтовался против Вавилона. And so Nebuchadnezzar comes back. И Навуходоносор вернулся уже в третий раз. And he begins a 3-year siege against Jerusalem. И в этот раз уже вернулся как бы всерьез и начал 3-летнюю осаду Иерусалима. Leading to the fall of Jerusalem in August of 586. Которая в итоге привела к падению Иерусалима в августе 586 года. And then Nebuchadnezzar appoints Gedaliah as the governor. И потом поставил Навуходоносор губернатором, уже не царем, а губернатором этой местности Гадолию. And Gedaliah says, "Oh, we should serve the king of Babylon." И Гадолия сказал, ну, нам надо служить царю Вавилонскому. Он там буквально чуть-чуть послужил, да? But that was for a very short time, it seems like, from the book. Кажется, 20 какого. Second Kings. Well, it was a short time. Why? Because Gedaliah was assassinated. Да, ну, да, действительно, очень коротко продлилось его правление, поскольку на него было совершено покушение. And so then you had this group of Jews that had rebelled against Babylon again, essentially. Потом определенная группа евреев в конечном счете снова взбунтовалась против Вавилона. They ran away to Egypt. И они решили рвануть в Египет. And they forced Jeremiah to go with them. И заставили Иеремию пойти с ними. So Jeremiah spent his last years ministering among Jews in Egypt. И последние свои годы Иеремия провел, служа евреям там в Египте. Okay, so just let me give you some summary here. Хочу вам кратко, так сказать, подвести итоги все эти. All right, from 627. 627. 605. Jeremiah he ministered to people during the time of Assyria and Egypt. Вот в этот период с 627 по 605 Иеремия служит народу во время ассирийского и египетского мирового господства. So Judah is being threatened by Assyria, then by Egypt. Иуде сначала угрожала Ассирия, потом угрожал Египет. Then from 605 to 586. Потом с 505 по 586. He ministers during the time that Judah is threatened as well as besieged by Babylon. Это период, когда Иуде угрожает и в конечном счете их осаждает Вавилон. And then from 586 to 580. И потом с 586 по 580. Okay, he ministered in Jerusalem and then in Egypt. Он служил в Иерусалиме и в Египте. Now, as the exiles, people who had gone into captivity, Будучи пленниками, люди пошли в изгнание. when they read Jeremiah's prophecies about uprooting and tearing down and destroying and И overthrowing, когда народ читал пророчество Иеремии о том, что будет вырван корень, будет все уничтожено, все сгорит. See all of that in verse 10, chapter 1. 1 глава, 10 стих. Да, мы об этом всем читали. Root out, pull down, destroy, throw down. 1 глава, 10, смотри. Я поставил тебя все день над народами царствами, чтобы искоренять, разорять, губить и разрушать, созидать и насаждать. Okay? They will understand that the captivity
was caused by their rebellion against God. Читая Иеремию, народ понимал, что плен был вызван их восстанием, мятежом против Бога. So he gives them an explanation for their captivity. Иеремия объясняет им, почему этот плен случился. And this is to motivate them to submit to their captivity rather than trying to resist it. И он делает это для того, чтобы ободрить их смириться и подчиниться этому плену, вместо того, чтобы противиться ему. But we also see he promises restoration. Но также мы видим, что он обещает восстановление. So this should give them hope as they endure the 70-year captivity. И это должно дать им надежду, когда они переживают вот это 70-летнее пленение. All right, the first 38 chapters describe events before the fall of Jerusalem. Итак, первые 38 глав описывают события до падения Иерусалима. Chapters 40 to 51, Главы events after the fall of Jerusalem. с 40 to 51. Ага, с 40 по 51 описывают события уже после падения Иерусалима. Ну, условно говоря, вскоре после. Это уже после 586, да? Yeah. We find in this book that the emphasis is on the Word of God. В этой книге мы видим, что основной акцент делается на Слове Господнем. And so, over and over, it talks about the word of the Lord, or the Lord said to me, thus says the Lord. Снова и снова говорится, что было ко мне Слово Господне, так говорит Господь. Слушайте Слово Господне. But Но he was rejected time after time. постоянно, раз за разом, Слово Божие через Иеремию данное отвергалось. So, over 30 times in this book it says the people wouldn't listen. Более 30 раз в этой книге говорится о том, что народ не слушал. We have in chapter 1 В первой главе two visions. мы видим два видения. In chapter 1, verse 11, Первое в 11 стихе первой главы. what do you see? He said, I see a branch of an almond tree. Что ты видишь, Иеремия, спрашивает Господь, и он сказал, вижу жезл миндального дерева. He said, you've seen well, for I am ready to perform my word. И Бог говорит, верно видишь, ибо я бодрствую над словом моим, чтобы оно скоро исполнилось. Indicating that God's judgment will come at the right time. Это указывает на то, что Божий суд придет в нужное время. Here's where you have to know a little bit about almond trees. Ну, вам нужно немножко, для того, чтобы лучше эту метафору понять, вам нужно кое-что знать о миндальных деревьях. It's the first tree in Israel to put out blossoms in the springtime. Миндальное дерево – это первое дерево, которое в израильском климате начинает цвести весной. So, the idea here is at the right time. И идея здесь в том, что в нужное, правильное время. So when you see the almond tree begin to put out its buds, then you know that it's spring. То есть, когда вы видите, что жезл, что миндальное дерево начинает цвести, то вы понимаете, ага, весна настала.
So Jeremiah sees this vision, and God says, I am ready to perform. И Иеремия видит это видение, и Бог говорит, я уже готов действовать. And then in verse 12, the word came a second time, what do you see? Далее, в 12 стихе снова пришло слово, и Бог спрашивает, что ты видишь? I see a boiling pot, and it is facing away from the north. Я вижу кипящий котел, поддуваемый ветром, и лицо его со стороны севера. What does that mean? Что это значит? Out of the north, calamity shall break forth on all the inhabitants of the land. От севера откроется бедствие на все обитателей всей земли. What's going to come out of the north? Что там с севера придет? Сирия? No. Нет. Бедствие. Calamity. Babel. Вавилон придет. Why? Почему? Because they can't come from the east because of the desert. Да, они вообще не заходили с востока, как по идее должны были, потому что там на востоке пустыня. So this is an announcement of Babylon, not an announcement of Syria. То есть это провозглашение о враге с севера или о бедствии с севера. Это предсказание о вавилонском нашествии, а не о сирийском. Это через Ассирию, да, Николай? Ну, они там. So over here you have Babylon, Вот тут у нас Вавилон. but they can't come this way because it's all desert, it's too Но difficult. Вавилон не может пройти напрямую с востока, потому что там везде пустыня, там сложно идти. So they have to go to the north and then come down this way. Поэтому они заходили как бы туда, на северо-восток, и потом уже с севера наступали на So even though you look at a map and you see that Babylon is far to the east, nevertheless the attack comes from the north. Потому даже, несмотря на то, что вы смотрите на карту, видите, так Вавилон же на востоке, но в реальности атака происходила с севера. Now, in verse В 18, стихе 18. he says, I have made you this day a fortified city and an iron pillar and bronze walls. И Бог говорит Еремее, вот я поставил тебя ныне укрепленным городом, и железным столбом, и медную стеною. So God here is promising to protect Jeremiah Бог обещает защитить Еремию against the kings of Judah, против царей its Иуды, princes, против its князей priests, Иуды, священников and the people of the land. и против народа земли. They will fight against you, Поскольку они будут воевать против тебя, but they will not prevail because I am with you. но не одолеют, не превозмогут, поскольку я с тобою, Deliver you. чтобы избавлять тебя. Катя, какой у вас вопрос? Я уточнила, какая глава. Первая глава, мы все еще в первой главе. All right, then we have in the next section, В следующем разделе, chapters 2 through 25, we have a series of 13 messages of judgment against Judah. глава со 2 по 25 это серия провозглашений суда против Иуды. Some people count 25, some people count 12, others 13. Да, ну, по-разному считают, некоторые люди считают, что там 12 этих провозглашений суда, кто-то говорит 13. I count 13. Ну, я All насчитываю right. 13. Now the first 9 of these messages give Judah an opportunity for repentance before judgment comes. Первые 9 этих провозглашений суда еще дают Иуде возможность покаяться до того, как этот суд придет. But we see that Judah is very stiff-necked. Но мы видим, что народ Иуды очень-очень жестоковыйный. And so in the final 4 messages И в of последних judgment, there's no hope of repentance. 4 посланиях о суде уже нет никакой надежды на покаяние. And what we see is that God is full of mercy and slow to anger. Что мы видим? Бог исполнен милосердия и медленно гнев. God is long-suffering.
Бог долготерпелив. What does that mean? Что это значит? It means he goes a long time before he brings judgment. Это значит, что проходит долгий период перед тем, как суд в итоге приходит. But don't think that because God withholds judgment for a time that he will not bring judgment. Но не думайте, что лишь из-за того, что Бог удерживает суд на какое-то время, что Он его никогда не наведет. This is what happens is people get involved in rebellion against God and they think God's not going to do anything to me. И вот что часто происходит, да, люди, они начинают бунтовать против Бога, и вроде как ничего не происходит, и они говорят, ну, Бог мне ничего не сделает. Oh, yes, it will. Ой, нет, ой, как It сделает. will come. Оно придет, But прилетит. God is giving opportunity for repentance. Но Бог дает людям возможность покаяться. So Jeremiah, he has all of this material so that the people who read will understand that it's because of the stubbornness of Judah that judgment comes. И Иеремия пишет вот весь этот материал, все эти тексты, чтобы дать понять, что именно из-за упрямства, жестоковыйности Иуды на них пришел этот суд. And he tells them over and over again about their sins Он говорит им снова, снова и снова об их грехах. that brought about their captivity. О грехах, которые в итоге и привели к этому плену. So they very clearly understand we deserve this judgment. И они очень ясно понимают, что это мы заслужили этот суд. And he's writing to the exiles so that they will understand that they need to submit to this discipline from the Lord. И он пишет изгнанникам, чтобы дать им понять, что им нужно подчиниться этой дисциплине от Господа. So why did the captivity happen? По какой причине случился плен? Well, we know from Leviticus 26 why it Ну, came. мы знаем уже из Левита 26 главы, почему это случилось. Because they wouldn't obey the word of the Lord. Поскольку они не послушали Слова Господня. But Jeremiah just shows us the application of those principles found in Leviticus 26. Но Иеремия показывает нам применение этих принципов, которые мы находим в Левит 26 главе. But also through all of these messages of coming judgment, there is also hope that's given. Но также через все эти послания о грядущем суде проходит красной нитью мотив грядущей надежды. So that even while they're under God's discipline, they can still have hope. Потому даже будучи под дисциплиной Божией, они по-прежнему могут иметь надежду. Okay, in chapter 2, Во второй главе, in verse 2, во втором стихе, God says, I remember you, the kindness of your youth, the love of your betrothal. он обращается к дочери Иерусалима, говорит, я вспоминаю о преданности твоей юности, когда ты была невестою, о любви твоей, когда ты была невестою. Okay. Verse 3, Israel was holiness to the Lord. Стих 3. Израиль был святынью Господа, святостью Господа. So he says that earlier that Judah had been faithful to the Lord. Он говорит, что ранее Иуда была верна Господу, But then но потом they turned. они обратились от него. In verse 7, В 7 стихе. I brought you into a bountiful country to eat its fruit and its goodness, but when you entered, you defiled my land. «Я вел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее, а вы вошли и осквернили землю мою». Verse 8, the priest did not say, where's the Lord? Священники не говорили, 8 стих, где Господь.
Those who handled the law did not know me. Учители закона не знали меня. The rulers transgressed against me. Пастыри отпали от меня. The prophets prophesied Baal. Пророки пророчествовали во имя Ваала. So God says, therefore I will bring charges against you and against your children's children. И поэтому Бог говорит, я еще буду судиться с вами, и с сыновьями сыновей ваших буду судиться. All right, this is going to be like a formal indictment in a court of law. И это звучит как такое очень формальное обвинение в зале суда. Verse 13, my people have committed two evils. В 13 стихе 2 зла совершил народ мой. First of all, they have forsaken me, the fountain of living water. Во-первых, они оставили меня, источник живой воды. So God is the source of all blessing. И Бог является источником всякого благословения. So they have forsaken the Lord. И они оставили Господа. Secondly, they have hewn themselves cisterns, broken cisterns that can hold no water. И вторая проблема, да, или грех, что они высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды. What does that mean? Что это значит? Может, идолопоклонство, надеялись Idolatry, probably. на They trusted on something, свои силы. on their own strength. Okay, they have done something for themselves. Они сделали что-то для себя. Rather than trusting in the Lord, А вместо того, чтобы довериться they're Господу, going to rely upon their own human ability and their own human thinking. они положились на собственные человеческие способности и человеческое мышление. Now, what's the difference between a cistern and a fountain? И в чем разница между источником и водоемом? Фонтан. Да, то есть тут не очень хороший перевод. В чем разница между хранилищем воды и фонтаном или источником воды? Источник он не прекращается. The fountain it doesn't stop. Течет. Fountain is flowing. Yes. Да. А хранилище вода And in a cistern, water is just staying there. Yeah, you just have to fill the cistern by yourself. Да, если хранилище воды, да, то его надо же постоянно наполнять. It doesn't have its own source. У хранилища воды нету источника. So a cistern essentially it's a hole that man digs in the ground to store water. Фактически вот это водоем, да, ну тут не очень точно переведено, но вот это цистерна, да, или хранилище воды, это яма, которую люди выкапывают в земле. Чтобы хранить воду. To keep the water. Yeah, but this is broken and it won't hold the water. Да, ну как мы сейчас эти баки, да, покупают сейчас такие пластиковые. So Вот, they но have, оно разбито, оно не держит воды. though they have rejected the grace of God И поскольку они отвергли благодать Божью and they tried to provide for themselves, и пытались то, что дает благодать, обеспечить себе сами, so God is going to bring judgment. то Бог наведет суд на них. And in verse 17 he says, have you not brought this on yourself? В 17 стихе, не причинил ли ты себе это? You've forsaken the Lord. Да, или разве не ты сама навлекла это на себя, тем, что оставил Господа? See? He said, you've gone to Egypt, you've gone to Assyria. В 18 стихе ты ходил в Египет, в Ассирию. You think that your protection, you think that your supply will come from other places. Думаешь, что твоя поддержка, твоя защита придет из каких-то других мест. In verse 19, your own wickedness will correct you, В стихе 19 накажет тебя нечестие твое, and your backslidings will reprove you. и отступничество твое обличит тебя. What is backsliding? Что такое отступничество? So they rejected God, they turned away from Him. Yeah, so the point is that you had made some progress in the spiritual life, but now you have
gone back. Ну, отступничество подразумевает, что у вас был какой-то прогресс в духовной жизни, а потом вы возвращаетесь на круги своя. Not only that, И не только это. in verse 23 and following, we see that they have gotten involved in В idolatry. стихе 23 и последующих мы видим, что они впутались в идолопоклонство. So how can you say that I'm not defiled, Как ты можешь сказать, я не осквернил that I've себя, not gone after the Baal? я не ходил во след Ваала? He says you're like a swift camel breaking loose in her ways and a wild donkey used to the wilderness. Он говорит, ты как резвая верблюдица, рыщущая по путям твоим, или привыкшая к пустыне дикая ослица, страсти души своей, глотающая воздух. And what is that all about? О чем это? Well, he's talking about the young camel. Он говорит о молодой верблюдице. If they're left to themselves, they just walk around very confused. Или молодые верблюды, вообще, если их оставить самих по себе, они просто ходят такие потерянные, сбитые с толку, туда-сюда, в сторону, с стороны в сторону. The wild donkey, Дикая ослица, well, this is very expressive language ну, here. здесь такой, конечно, очень язык почти на грани фола, как But говорится. it's talking about the fact that Яркий. the female donkey smells the urine of the male donkey. Да, но здесь говорится о том, что ослица женского пола в определенный период своей жизни, она очень, скажем так, пахнет привлекательно для ослов мужского пола. Okay, and in the time of her fertility, they will just pursue the male donkeys. И ослицы вообще в какой-то период случки, да, в период своего, так сказать, плодоношения, они просто преследуют ослов-самцов. Now, what God is saying to Israel here? Но что Бог здесь говорит Израилю? You have gone chasing after foreign gods. Вы ходили и добивались этих иных богов, вы гонялись за ними. And you're just running in circles, chaos, trying to find them. И бегали по кругу, как припыленные, пытаясь их найти. Из стороны в сторону. So, verse 27, they say to a tree, you're my father. Стих 27. Говорят дереву, ты мой отец. To a stone, you're my mother, you gave birth to И me. камню, ты меня родил. They've turned their back to me, is what the Lord says. Ибо они обратили ко мне спину. But in the time of their trouble, А во время бедствия they своего, will say, arise and save us. они будут говорить, встань и спаси нас. Then God says, well, where are your gods that you've made for yourselves? И Бог дальше спрашивает, где же боги твои, которых ты сделал в себе? Let them arise. Пусть они встанут, If they can save you in the time of trouble. если они могут спасти тебя во время бедствия твоего. And he says, you have as many gods as there are cities in Judah. Ибо сколько у тебя городов, столько и богов у тебя, Иуда. Now people, they get in trouble, they come to the Lord. И мы видим здесь, что люди, они реально попали в бедственную ситуацию, они приходят к Господу, пытаются прийти. But God's going to tell them it's too late. Но Бог говорит им, слишком поздно. You had your opportunity, you rejected it. У вас были возможности, вы отвергли эти возможности. In verse 30, in vain I have chastened your children, they received no correction. Напрасно или тщетно поражал я детей ваших, они не приняли вразумления. In chapter 3, verse 1, the end of the verse, he says, you have played the harlot with many lovers.
в 3 главе 1 стихе и до конца, да, Бог говорит, что ты со многими любовниками блудодействовала. Yet return to me, says the Однако Lord. же возвратись ко мне, говорит Господь. God is willing to take them back. Бог хочет вернуть их. So, the first message in 2:1-3:5 И первое послание с 2 главы 1 стиха 3:5 до 3 главы 5 стиха. This is all about Judah's unfaithfulness. Это послание говорит о неверности Иуды. All right, the second message starts in 3:6. Следующее послание, да, следующее как бы законченное обращение. And it goes through chapter 6, В 3 главе 6 стихе verse 30. и заканчивается в 6 главе 30 стихе. Now, the second message И второе послание is about the coming judgment against Judah, говорит о грядущем суде против Иуды. the necessity for repentance to avert the judgment, И также говорится о необходимости покаяния для того, чтобы этот суд развернуть в сторону. All right, in chapter 3, В 3 главе, in verse 6, в 6 стихе, he's saying, you need to learn from what happened to your sister. Бог говорит, что вам нужно научиться из того, что случилось с вашей сестрой Израилем. Israel, the northern kingdom, Израиль, Северное царство, was destroyed because of their sinfulness. было уничтожено по причине своей греховности. So in chapter 3, verse 6, 3 глава 6 стих. have you seen what backsliding Israel has done? Видел ли ты, что делала отступница, дочь Израиля? She's gone on every high mountain and under every green tree, and there played the harlot. Она ходила на всякую высокую гору, под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала. We see this expression many times in the Old Testament. Очень часто мы видим это выражение в Ветхом Завете. Every high hill, every green tree. Всякая высокая гора и всякое ветвистое дерево. Because this is where they would set up shrines to their false gods. Поскольку именно в этих местах они ставили капища своим лжебогам. And essentially their worship system was a fertility cult. И в конечном счете их система поклонения представляла из себя культ плодородия. And they believed that by having sexual relations in these places, that this would encourage the gods to bless them. И они верили, что если они будут иметь какие-то сексуальные взаимоотношения в этих местах, то это побудит богов их благословить. And so we have idolatry is spiritual adultery. И мы видим вот эту метафору идолопоклонства как духовного прелюбодеяния. But it was frequently expressed by literal adultery. Но с другой стороны, вот это духовное прелюбодеяние очень часто сопровождалось буквальным физическим прелюбодеянием. And I said, after she had done all these things, return to me, but she did not return. И Бог говорит, я говорил после того, как она все это делала, возвратись ко мне, но она не возвратилась. And her treacherous sister Judah saw it. И видела это вероломная сестра ее Иудея. And so he says, Judah saw what was happening in the north. То есть он говорит, Иудея, она видела, что происходило на севере. Then they saw what God did to the northern kingdom. Они видели, что Бог сделал с Северным царством. How he brought Assyria in there to destroy the northern kingdom. Как он навел ассирийцев на них, и как он уничтожил Северное царство.
But he says in verse 8, Но он дальше говорит в 8 стихе. yet her treacherous sister Judah did not fear, but went out and played the harlot also. И при этом, говорит, вероломная ее сестра Иудея не убоялась, а пошла и сама блудодействовала. So in verse 9, she defiled the land and committed adultery with stones and И trees. в 9 стихе он говорит, явным блудодейством она осквернила землю, прелюбодействовала с камнем и деревом. So verse 11, backsliding Israel has shown herself more righteous than treacherous Judah. Стих 11. Отступница, дочь Израилева, оказалась правее или праведнее, чем вероломная Иудея. How can you say that Israel is more righteous than Judah? Как можно сказать, что Израиль был праведнее Иудеи? Почему так можно сказать? Because По той причине, Judah saw what God did, что To the northern Иудея kingdom. видела, что Бог сделал в Северном Царстве. and therefore И поэтому she should have learned from that. она должна была научиться They had этому. more information. У них было больше информации. But she committed the same sins Но она совершила тот же грех. with full knowledge of what God's judgment would be. Те же грехи, при этом совершенно четко понимая, как будет выглядеть Божий суд. All right, well, we need to, just before we go, Хорошо, давайте перед тем, как go to chapter 5, давайте откроем 5 главу, verse 12. 5 главу, 12 стих. They have lied about the Lord. Они солгали на Господа. And he said, it is not he, neither will evil come upon us, nor shall we see sword or famine. И сказали, нет его, или он ничего не сделает, не придет к нам беда, и мы не увидим ни меча, ни голода. See, Jeremiah is saying the sword is coming. И Еремия говорит, ребят, меч грядет. The prophets say, no, it's not. Пророки говорят, да не, какой меч? Не будет никакого меча. And so the prophets, verse 13, become wind, for the word is not in them. И пророки станут ветром, 13 стих, и слова Господня нет в них. The prophets are feeding the people wind. Пророки скармливают людям ветер. Not a very good lunch. Не очень хороший обед. Okay, so in 5:31, В 5:31 the prophets prophesy falsely, the priests rule by their own power, говорится, что пророки пророчествуют ложь, и священники господствуют при посредстве их. and my people love it. И народ мой любит это.